Как бармен в замедленной съемке крутит шейкеры, играет с фужерами, также неспешно идет и 2026 год. Бокал в руке теперь не обязанность, теперь новая мода. Это объясняет даже продавец алкоголя. В Европе были всегда такие определенные традиции, которые нам, например, в голову не придут. Что-нибудь вроде смешивания вина с колой, например. Да. Вина с колой? Именно вина, да. Вина с колой. Вы... Да. Сейчас понимаете, что вы услышали? Вино с колой. За непривычными для нашего уха словами аналитиков скрываются факты. Факты, которые до этого мало кто прикладывал друг к другу. Вот, например, чем этот шимпанзе, назовем его Скрампи, схож с этим шотландцем, назовем его Алистер. А вот чем их геномы совпадают на 99%. Важный элемент этой истории – ADH4. Это фермент, кодируемый одноименным геномом на их 4-й хромосоме. А это один из авторов революционной гипотезы, объясняет специально для зрителей центрального телевидения. Это могло способствовать тому, что алкоголь дегидрогеназа 4 эволюционировала и стала в 40 раз более активной именно по отношению к алкоголю. И это говорит мне о том, что люди, шимпанзе и гориллы начали довольно резко употреблять гораздо больше алкоголя. И именно это, совсем не шутка, согласно теории ученых, заставило приматов слезть с деревьев в погоне за забродившими фруктами с алкоголем. То есть в итоге мы все немножко руконожка. Смотритесь в ее портрет. Смотрите на руконожку Аяя. Вот у нее примерно такой же метаболизм по этанолу, как у нас. Она выглядит соответствующе, да, как некоторые утром. Но, тем не менее, да, это означает, что такие приспособления в животном мире есть. Просто мы одно из них. Вот и все. Красивая? Ну, как есть и термин «любопытствующая трезвость», который окончательно закрепился в массовой культуре. По России статистики точной нет, но цифры в минус, потребление сокращается. И вот это движение, оно во всех странах мира наблюдается. Если мы посмотрим, например, по нашей стране, мы за вот это время примерно на 5 литров чистого этанола на каждую душу населения сократили. Это много. Это много. Это прям очень хорошо. Ну, если много, то растянуть вроде как чуть-чуть совсем. Но на каждую душу населения, даже новорожденных. Совсем точные цифры есть по Ирландии. Почти 2500 пабов закрытые. Количество ночных клубов сократилось на 84%, с 1500 до всего 83 по всей стране. И такая странная история по всему миру. Если что, человечество перестает пить. Здесь, в бокале, содовое с соком. Об остальном, самом интересном, уже через несколько минут. Хватит уже бокалов, сказали вы, человечество. И сегодня можно отметить новый день. Даже не день, а начало эпохи отказа от алкоголя. Вот же модный спикер Лекториев, преподаватель Большого российского университета, объясняет, в чем смысл правильной жизни. Спорт, сон, секс, правильное питание, какие-то базовые вещи, которые доступны всем. И я думаю, что отказ от вредных привычек – это основное. Но парадокс в том, что именно в момент триумфа трезвости ученые предлагают нам взглянуть на историю иначе. А что, если наше влечение к алкоголю – это не просто вредная привычка, а эволюционный механизм, доставшийся от предков? Выпить в пятницу токсиколог разрешает? А вот тут начинается уточнение. Скользкая тема. Очень скользкая тема, потому что все тут же ломанутся, скажут, Водовозов разрешил. Нет. Человечество на грани нового витка своего развития. Об этом эксклюзивно для программы «Центральное телевидение» рассказали ученые. Сейчас покажем. Авторы так называемой гипотезы о пьяной обезьяне утверждают, что влечение людей к алкоголю – эволюционное наследие предков приматов. 10 миллионов лет назад мутация в гене ADH4 позволила им усваивать перезревшие, забродившие плоды. Когда леса отступали, а саванны наступали, те, кто мог есть упавшие с деревьев и начавшие бродить фрукты с этанолом, получили доступ к калориям, смогли выжить и передали эту мутацию нам.
Ну, алкоголь, я думаю, безусловно, находится у истоков начала цивилизации. На самом деле есть такая вещь, называемая гипотезой «пиво раньше хлеба». Все дело в аромате. Спелые фрукты быстро бродят, выделяется этанол. Его резкий и летучий запах помогал обезьянам находить еду на больших расстояниях, даже в густых джунглях. Так началась наша общая история. Но потом алкоголь перестал быть просто едой. Он стал ритуалом, социальным клеем, который цементировал племена. В конце концов, именно желание сделать идеальный напиток, возможно, и заставило наших предков перейти от кочевой жизни к оседлости. Началось ли сельское хозяйство, потому что нам нужен был избыток пищи, или, возможно, оно началось, потому что люди хотели выращивать лучшие возможные растения, чтобы делать идеальный напиток? И это неудивительно. Алкоголь — это единственное психоактивное вещество, которое так богато калориями. Это психоактивное вещество было с нами на протяжении всей истории. Его пытались запрещать. Сначала проповедники, затем политики. Но алкоголь так и не смогли убрать ни в демократической Америке, ни в авторитарном Советском Союзе. Сколько было суррогатов, сколько было отравлений. 400 тысяч уголовных дел было в СССР за самогоноварение. Люди просто... 400 тысяч, полмиллиона 400 тысяч, да. И когда Михаил Сергеевич Горбачев подводил итоги антиалкогольной кампании в 1988 году, он сказал прекрасную фразу: в осуществлении правильных мер перестарались. Сегодня проповедники трезвости могут расслабиться. И без их проповедей бары пустеют, а производители и бюджеты стран в виде налогов и акцизов теряют сотни миллиардов долларов. Виноделов и пивоваров теперь мучают два классических вопроса русской культуры: что делать и кто виноват. Может, все же вернемся к норме? Ну, то есть люди станут пить как раньше, если запретить, например, оземпик? Отбивает охоту вообще все есть и пить. Сам по себе аппетит снижается. И я бы не сказал, что только из-за оземпика все это уменьшается. Имеется в виду потребление спиртных напитков. На самом деле тенденция это есть. Она идет где-то с начала 21 века. Во-первых, стало не стыдно не пить. Да, раньше отказ от спиртного был вызовом, если не обществу, то как минимум друзьям. Но теперь трезвость реально становится нормой жизни. Производители с этой нормой бьются как могут и даже пытаются уловить какие-то тренды. Как вам, например, такое? На винных полках теперь можно встретить пиво для спортсменов и даже веганский алкоголь. Строгие критерии веганства предполагают тотальный отказ от всего, что производят животные, в том числе пчелы и даже знаменитый башкирский мед. Веганство – это не только система питания, это прежде всего образ жизни. Но больше, чем проблемы производителей, беспокоит, конечно же, наука. Если алкоголь был для человечества эволюционным преимуществом и социальным клеем, который даже помогал вести племенам, вождям и королям мирные переговоры, то что мы потеряем, отказавшись от градусов, которые двигали эволюцию вперед? И глядя, как Трамп на трезвую голову пытается, но так и не может заключить ни одной выгодной мирной сделки, поневоле подумаешь, лучше бы пил или курил. В знаменитых дублинских пабах все чаще заказывают что-нибудь безалкогольное. У барных стоек становится тише. Может быть, отказываясь от спиртного, человечество действительно взрослеет, а может, разрывает многовековую связь, которая и сделала нас людьми. Даже на безалкогольных вечеринках рано или поздно приносят счет. Поэтому скоро узнаем, какова будет цена. Михаил Плохотник, Евгения Деричева, Дарья Медюкова, Антон Янченко и Константин Захаров. Центральное телевидение.